Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир, предпоследний день весны, ждем лета и, конечно, анализируем все происходящее, это буйство информационное, которое сейчас разворачивается и чем это все может обернуться. С Семеном Ураловым, он на связи. Семен Сергеевич, приветствую вас. Приветствую. Зрителям отдельный привет в прямом эфире. Да, друзья, это прямой эфир, это означает, что мы будем с вами общаться максимально, насколько это позволит ваш интерес, наш регламент. Побеседуем, все обсудим, а потом к вашим вопросам. Вопросы можно оставлять, как всегда, в комментариях, в чате трансляции, под анонсом нашей встречи уже люди оставляют вопросы, ну, конечно же, в клубе зрителей. Поэтому милости прошу, как говорится. Давайте начинать. Начнем наш сегодняшний эфир с такого, с такой очень важной темы, я бы сказал. Это то, что нам преподнес Казахстан. Трехдневный визит Путина в Астану закончился. ЕАЭС достаточно скандальным образом отражается сейчас на, в общем-то, Армении. Да. Сегодня опубликованы какие-то опросы. В общем, Пашинян выигрывает в одну калитку. Это все всем демонстрируют. Но угрожающая история как раз-таки вокруг Армении сейчас выглядит именно с точки зрения экономики, потому что есть блокировка. Путин, во-первых, вышел, проанонсировал непопулярное решение для армян в России, и, соответственно, сейчас такая достаточно серьезная стычка. Как вы думаете, во что выльется и насколько вот эта ситуация очень важна? Потому что все украинцы, которые сейчас, про войну в Украине поговорим, конечно, про удары по Киеву, обо всем этом, но это как бы нам такой проявитель, да? Ведь четко сказал Путин, Лавров, все, в общем-то, смотрят и делают выводы, что вот так начиналась и Украина, и сейчас, собственно, начинает действовать и Армения. Насколько это полезно оценить, понять и спрогнозировать дальнейшие шаги? Украина действительно начиналась с очень похожей истории, вернее, сюжет разворачивался, он уже тоже крутился вокруг выбора между интеграцией европейской и интеграцией евразийской. Хотя изначально, на первом этапе, когда создавалось еще единое экономическое пространство, а потом таможенный союз, в общем-то, никто не противопоставлял интеграцию европейскую и евразийскую. Более того, говорили о интеграции. То есть это, в общем-то, 2000-е годы под этим проходили. И я напоминаю, что тот же Евразийский экономический союз, он создавался на базе правил ВТО. То есть, что мы сначала все интегрируемся в глобальную экономику, а потом уже внутри этой глобальной экономики, так сказать, будем находить свое место под солнцем экономическим. Но параллельно с этим разворачивалась стратегия, которую реализовывала Европа. Там активно участвовала и Британия, и США, но в первую очередь Евросоюз, это так называемое восточное партнерство. Это была придумана специальная программа на первом этапе это, конечно же, было соблазнение. Соблазнение этих стран, которых правильно называть периферией. То есть это осколочного типа государства, которые, в общем-то, не могли определиться. Здесь они, там они. В этом участвовала еще Молдова активно. Белоруссию пытались тянуть в это восточное партнерство. И вот где-то со второй половины нулевых началось вот это вот соблазнение темой, мол, что вам, зачем вам вот эта вот Москва умирающая, как бы ничего они могут сами придумать. Мы вас так тышком-нышком затянем еще и в такую особую европейскую интеграцию, которая как бы не ведет напрямую к Европейскому Союзу, да, то есть это какой-то такой дальний путь, как морковка у этого осла. Но это даст вам множество всяких бонусов и ништяков. И начали по этой схеме, в общем-то, сначала соблазнять элиты, а потом подкупать. А когда наступал, так сказать, час Ч, и растяжка же была на чем? Что интересы элит одни, а интересы общества, они другие. И вот также донецкие, сказали, были связаны по рукам и ногам, потому что, тут вам, наверное, лучше Павел Щелин расскажет, да, где богатство твое, там и сердце твое. То есть они начали активно, пользуясь вот этой программой не только восточного партнерства, еще банки активно заходили. То есть это была сложная разнонаправленная игра. То есть заходил и капитал,
свободное его движение, и все начинали скирдовать свои, так сказать, честно приватизированные миллионы на Западе. А потом всех ставили перед выбором. Или. То есть, и вот растяжка же была на чем? Что интересы общества, кстати, и общества Украины, ну вот той вот, да, до 2014 года, они, конечно же, в первую очередь были на Востоке. Вот. Но это, в общем-то, было видно потому, как неравномерно развивалась та же Украина. Вот обратите внимание, до первого Майдана и на самом деле даже до второго такой феномен, как зарабитчанство, он был свойственен только западной, ну и в меньшей степени центральной Украине. Вот города Юго-Востока, ну вот даже было внутреннее зарабитчанство, я это хорошо помню. В Одессе было огромное количество приезжавших там ремонтами заниматься, еще чем-то. А вот в Европу, в общем-то, восточнее Хмельницкого никто ни на какие заработки не ехал. Потому что вся вот этот вот индустриальный пояс, его понятно был, где интерес. С Арменией ситуация очень похожая. То есть элитки уже давно перекачивают деньги, ну, у них там своя просто география у армян, то есть это на Францию ориентация, там, где сильная диаспора, и, в частности, на США, ну, а конкретно, особенно на Лос-Анджелес, ну, Калифорнию, да, там очень сильное армянское представительство. А вот общество Армении, так же, как и общество Украины, ну, вот той вот старой, доброй, которую мы любили, оно, конечно же, заточено в первую очередь на Россию и в значительной степени, кстати, на Иран. Об этом мало кто вообще напоминает, а это очень-очень важно, потому что Иран никогда не закрывал границы для Армении. Более того, я лично был свидетелем, еще какой-то был 13-й или 14-й год, я был в Армении, это самая дальняя область Сюник, это уже прямо на границе с Ираном. Огромное количество автобусов, мне рассказывали, что даже, так сказать, свадьбы приезжают праздновать в Армению. Туристы из Ирана были основные. И поэтому, конечно же, этот удар, который наносит Пашинян по интересам общества, потому что если мы посмотрим основной экспорт, Армения немного всего производит, там уже нет практически машиностроения, хотя в советские времена это была достаточно высокоразвитая республика. Армения экспортирует в первую очередь продукты, сельхозпроизводства, то, что называется, причем достаточно высокий уровень передела, если так можно сказать. То есть это не сырье, это в том числе консервация. Ну вот, например, там армянские вяленые помидоры – это просто притча во языцах. Такого нигде не делают. Да? Ну и вообще вот эта долина, как она называется, в общем, там есть долины, да, производства, там у каждой долины свой микроклимат. Но это как называемые там теруары, да, то есть в каждой долине свой виноград вырастает. Это, конечно же, алкогольная продукция, особенно армянские коньяки. Вот. И плюс второй экспорт – это экспорт рабочей силы. Это свойственно не только Армении, это свойственно и Киргизии, и Таджикистану. Там, где разрушились сложные производства, народу деваться некуда, он уезжает в основном на заработки. И вот те, у кого есть деньги, то есть они уже заработали в Армению, они переезжали больше во Францию и в Штаты. А вот те, кто живет на свои, простые люди, они массово переезжали в Россию. И, в общем-то, этот кризис, который разворачивается, он же не первый год. Пашинян уже давно при власти. Достаточно посмотреть, сколько армян переехало. Сочи вообще уже стал армянским городом, да, во многом. То есть это вторая там по численности диаспора. Вообще Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область. То есть народ голосовал ногами. И это, в общем-то, мало чем отличалось от той же Украины, особенно после 2014 года была же первая волна большого переезда, то есть те, кто первые поняли, чем это, так сказать, чревато, начали активно переезжать. Но остаются, в общем-то, люди, либо те, кто устроился на месте, либо те, кому некуда деваться. Ну и плюс модель экономическая, это, конечно же, тот, кто уехал на заработки, кормит тех, кто остался в республике. Но тут вопрос... И второе, значит... Вопрос цены вопроса, да. Понимаете? Вопрос цены вопроса. То есть... Цены вопроса очень небольшая, потому что Армения страна маленькая, и Евросоюз, в принципе, способен, мы видим, сколько он денег на войну выделяет, он, в общем-то, способен даже подкармливать эту небольшую республику просто системой грантов и там системой, там можно даже
пенсии выплачивать. Она же очень-очень маленькая. Но у нее очень важно стратегическое положение. И почему вот важен фактор, почему Пашинян так форсирует эти события. Это, конечно же, стратегическое окружение Ирана, так называемый путь Трампа. Но мне он больше нравится в английской версии. Трип. То есть я считаю, что они триппер подхватили. И Армения, и Азербайджан. Если мы посмотрим на карту, это, в общем-то, стратегическое окружение, но не только окружение. Это еще и дорога, с которой планируют перебрасывать и оружие. Мы же помним, что Азербайджан на первом этапе атаки против Ирана подключился даже. Вот, даже были, как бы, Израиль он активно поддержал. Потом же была провокация, якобы, значит, с Ирана ударили по Азербайджану. Чуть не дошло до эскалации. Но Алиев все-таки не зря учился в МГИМО, у него все нормально и с образованием, и с происхождением. Вот. Он быстро понял, что что-то пошло не так, блицкрига не удалось, и он включил, так сказать, заднюю. Но это тактическая была пауза, да, он включил заднюю. Но стратегически мы видим, что все, на что напирает Пашинян, что этот триппер, он таки проникнет, вот, что будет окружен Иран. И я думаю, что это будет не просто дорога, экономическая. Еще по этой дороге планируют перебрасывать всех бармалеев с Ближнего Востока. То есть, знаешь, как действуют американцы? Они сначала, еще британцы активно работают в этом регионе. То есть, заквасить большую гражданскую войну, там образуется территория хаоса, возникнут вооруженные люди, которые ничего не умеют, кроме как воевать, грабить и делать это бесконтрольно, потому что это же банды. И затем их надо, собственно, перенаправлять на новых, так сказать, врагов. И у Эрдогана опыт транзита уже есть. Мы помним, как он с помощью сирийских беженцев, в том числе, шантажировал Европу. Это достаточно давняя история. И это будет большой транзит в Закавказье, потому что этот триппер, он поражает весь регион. И я думаю, что на втором-третьем шаге, то есть они же от Ирана не отстанут, вот, это будет окружение с севера. Ну а дальше это одновременный удар не только по Ирану, но и по России. Мы же помним, что у нас стратегический коридор север-юг. Это, собственно, путь с Ледовитого океана до Индийского. Вот, который связывает именно, мы же граничим через Каспийское море, вот, поэтому, учитывая, что как шагнули вот все эти дроновые технологии, у нас сейчас в Астрахани закладывается много новых судов, то есть Каспийское море, оно по идее, по задумке должно превратиться в такой транзитный участок, именно связывающий нас с Ираном. А с Ираном у России именно политэкономический баланс, потому что там страна большая, вот, особенно по зерновым, вообще по продуктам питания, да, страна достаточно засушливая. И сейчас единственная, которая получает, в общем-то, какую-то, не поддержку, правильно сказать, а гарантированные товаропотоки, то есть, что мы точно их не заблокируем. И поэтому, кроме триппера, еще вторая идея – это превратить Каспийское море в зону противостояния для того, чтобы обломать нам вот этот коридор север-юг. Вот вкратце стратегическая задумка геополитическая, игру, в которую играет не только Пашинян, в эту же игру играет Алиев, я напоминаю. Вот, в эту же игру играют новые власти в Сирии, потому что это ж какой принцип? Для того, чтобы стабилизировать у себя внутри страну, тебе нужно куда-то девать этих бармалеев. На Украине была точно такая же история. Почему началось АТО на Донбассе в 2014 году? Потому что непонятно, что было делать со всей этой швалью евромайдановской, которая была вооружена. И даже многие люди, которые сейчас себя изображают миротворцев, сидя в Европе, мы помним, что они творили в Мариуполе, например, да, в том же Славянске. Это был просто грабеж, потому что они ничего, кроме грабежа, делать не умеют, поэтому их нужно перенаправить. Почему их перенаправили на Донбасс? Потому что иначе бы они в Киеве бы никому житья не дали. Вот здесь стратегия, она очень похожая, поэтому нужно переправить на Закавказье. Мы видим, что Ближний Восток уже горит, значит, следующий подход – это Закавказье. Другой вопрос, что Пашинян с Алиевым думают, что они, так сказать, смогут пропетлять
что их это не коснется. Ну, многие так считали. Вот. И тот же Асад, вот, младший, считал, что все уже у него под контролем. Но это, в общем-то, мышеловка. Вот. Ну, а как мы знаем, что в мышеловке всегда чем-то вкусным пахнет. Вот. Ну, поэтому мыши туда и лезут. Поэтому это большая мышеловка, которая захлопнется не сейчас. Это будет во время следующего такта войны именно с Ираном. Вот мы видим, что нынешний такт они не вытянули, вот, ничего не получилось, поэтому сейчас они отползут на несколько шагов назад, вот, и продолжат вот это именно северное окружение. То есть вы, ну, вы как вот сейчас дали этот расклад, это, судя по всему, позиция такая, что с Ираном как-то о чем-то временно договорятся и будут, собственно, делать дальше свой ветер. Но меня интересует вот вопрос краткосрочной перспективы. Ну, так что, правда, что ли, Пашинян выигрывает? То есть это воля армянского народа? Ну, смотрите. Нет, смотрите, давайте так. Я понимаю, там есть там прецеденты, там Молдовы, например, когда много на выезде в Европе, да, есть прецеденты, скажем так, управления. Понятно, это вся соросятская структура, есть Трамп, который там окучивал. Я о другом. Ну, какой Евросоюз, Армения? Ну, даже исходя из объективной географии и всего прочего. То есть тут мало, наверное, на виду, но очень классная параллель с Грузией. Вот именно с Грузией. С вот этими европерспективами, с вот этими всеми там, да, как бы плюшками, ценностями, да, европейской жизни. Насколько, на ваш взгляд, подходят они армянскому народу, и насколько действительно 7 числа выйдут, проголосуют за Пашиняна, и это все, собственно, продолжится, усугубится и так далее. Я отмечу только одну маленькую ремарку по вышесказанному вами. А откуда вот этот сейчас там рост экономики, там всего на свете? Хорошие показатели для маленькой страны Армения. Да из-за санкций против России. Из-за санкций против России они как бы стрельнули и хорошенько как бы очень круто заработали. И заработав какой-то грошек, они решили, что будут зарабатывать и дальше. Вот же в чем главная подоплека вот эта финансовая. Так а народу это подходит? Народу что обещают? Народ, как у Александра Сергеевича Пушкина, чем завершается Борис Годунов, народ безмолвствует. Потому что там же не только проходят выборы, мы же параллельно видим, как в Армении проходит тотальная зачистка любой альтернативы. Причем там же пошли, как и на Украине, сразу с атакой на церковь. Обратим внимание, она идет уже не первый год. Причем Пашинян атакует первые лица церкви. Второе, посмотрим, как... там, кстати, с Грузией, если проводить аналогии, там же как было. Ну, давайте просто уже разложим это, то, что называется. В Грузии была очень отрезвляющая война 08-08-08. Грузин же тоже пугали о том, что, значит, вот Россия хочет захватить, значит, но, как мы видим, даже горе никто не взял, да, где Иосифа Виссарионовича самый большой музей. В Тбилиси даже тоже, то есть Россия не собиралась захватывать Грузию. И это произошло очень отрезвляюще, потому что все европейские перспективы, они идут сразу как при Феррансе мизера ходят парами. Они идут одновременно с НАТО, что вот нам нужен Запад, который нас защитит. Да? Это и на Украине также продавалось, что мы должны вступить в НАТО, и это будет зонтик безопасности, и тогда, соответственно, мы уже начнем и евроинтегрироваться. И вот отрезвление в Грузии, оно же с чем было связано? Оно было связано с приходом к власти такого интересного деятеля, как Бедзина Иванишвили. Это же крупный коммерсант, в чем-то даже для Грузии это прям олигарх. Причем он вернулся, он был бизнесменом, он российско-грузинским был. Он вернулся в Грузию и, в общем-то, будучи аполитичной фигурой, то есть он не игрался, и будучи фигурой достаточно самостоятельной, то есть ему не нужны были никакие внешние поддержки, он переломил во многом ситуацию, взяв свой авторитет, то есть положив, в общем-то, он первое время даже был премьер-министром, потом немножко
отошел. Он занял такую интересную позицию, ее можно сравнить как это крестный отец такой, да. То есть это авторитет, который удерживает вот эту новую конфигурацию власти, поддерживает альтернативные политические силы, но сам ни на что особо не претендует. Это еще особенность кавказского общества, авторитета старейшин, ну, оно другое, немножко от нас отличающееся. И вот в Армении, для чего я Иванишвили вспоминал, начала реализовываться похожая конфигурация. Туда же вернулся Карапетян, тоже очень уважаемый коммерсант, он тоже, ну, по схеме Иванишвили, он тоже российско-армянский, и посмотрим, как на него все ополчились. То есть, ну, Пашиняновский имеется в виду. Его и садили, и отбирали у него эти электросети. Ну, в общем, пытались всячески его уничтожить. И почему? Потому что как раз грузинский прецедент был очень опасен. И это прекрасно понимали, что если в Грузии подобное произошло, то может произойти и в Армении. И поэтому, кроме выборов, там уже второй год в Армении идет такая зачистка любой альтернативы. Параллельно, я напоминаю, Пашинян сдал Варданяна. Это тоже очень крупный бизнесмен, который, в общем-то, ну, меня вызывает, ну, я его очень уважаю именно за этот поступок, что он рискнул и был последним премьер-министром Нагорного Карабаха. Ну, его сдали, вот, ему не дали эвакуироваться, его фактически сдали в лапы Алиеву, вот, над ним сейчас всячески унижают, он сидит в тюрьме, вот, хотя фактически и Алиев, и Варданян – это два москвича, в чем парадокс. Можно из себя изображать сколько угодно он азербайджанца, Алиев, но по факту он москвич, он там учился, детство его там прошло. Если бы у него не было московской крыши, еще начиная с отцовского авторитета, кем бы он был бы? Ну, помидоры бы выращивал бы в Азербайджане. Вот. Поэтому это москвич, который, в общем-то, кинул, да, своих, так сказать, тех, кто его сделал, кем он есть. И, конечно же, Пашинян это опасается, поэтому там сейчас реализуется стратегия следующая. Это очень напоминает как раз Украину. Вот эти вот, помните, были выборы между 2004 и 2014 годом. На одних выборах Тимошенко выиграла, 1,5 года прошло, перевыборы, хлоп, партия регионов выиграла. Это ситуация политической конкуренции и выборов в условиях расколотой страны. Дело в том, что на выборах же побеждают, особенно на парламентских, не тот, кто получает абсолютное большинство, а тот, кто получает относительное большинство. Что для этого сделал Пашинян? Вот тут вот как раз зеркальная ситуация, ну, вернее, обратная ситуация ситуации молдавской. То есть в Молдавии выигрывали за счет махинаций и манипуляций с голосами диаспоры. А в Армении как раз Пашинян не дает голосовать диаспоре. Почему? Потому что результаты будут голосования для него неприятны. Потому что в основном диаспора, и особенно голосующая, это, конечно же, российская армянская диаспора. Они уже давно живут где-нибудь в Сочах, в Краснодаре, в Анапе, в Москве, но остаются гражданами Армении. И поэтому он выключил эту ситуацию, чтобы голосовали только те, кто находится внутри Армении. А внутри Армении очень жесткий раскол, если верить социологии, которая до нас доносится, даже гелоповская социология, то есть предвзятая явно, она показывает раскол плюс-минус 50/50. Но Пашиняну удалось консолидировать силы как бы свои, то есть он идет одной колонной. Его оппоненты идут несколькими колоннами. То есть ситуация похожа, вот как было, помните, у оранжевых, да, политическая сила Тимошенко, политическая сила Ющенко, где-то еще Свобода. А тут наоборот получилось. Тут, а донецкие, вот я напоминаю, раз мы взяли путинологию, они держались одним строем. И это, в общем-то, позволяло им удерживать результат. А тут ситуация обратная. Оппозиция расколота, Пашинян идет одной колонной. И если мы отталкиваемся, борьба идет за неопределившихся. Неопределившихся порядка 30%. То есть где-то треть это пашиняновские, треть это оппозиция Пашиняна, причем такая жесткая достаточно оппозиция, которая его посадит, если придет к власти. А там сложная конфигурация. Там есть Старокарабахский клан, еще, которые были при власти несколько сроков, там Кочарян очень авторитетный, но у них, как и у карабахских, у них как у Медведчука было на Украине. Какой-то рейтинг есть,
но антирейтинг зашкаливает, да, и поэтому они не могут выбиться за вот границы там 10-15%. И вот новая сила, которая сейчас активно росла, это как раз вокруг Карапетяна, то есть это еще и эффект новизны. Ну, тоже, если вот проведем украинские аналогии, это как было с политической силой Тигибко. Помните, такая была? Вот он взял так раз и выстрелил внезапно. Понятно, что дело не в Тигибко, а дело было вот, в эффекте именно нового игрока, который якобы не запятнанный. Поэтому борьба идет за эту последнюю треть неопределившихся. Они, это уже как из профдеформации политтехнолога, вот эти неопределившиеся, это очень, их еще болото называют. Это очень странная категория. Вот, там даже в разных регионах, вот мы мерили, там бывало, особенно в больших городах, там бывало до того, что люди определяются уже непосредственно в день голосования на участке. То есть они, за кого голосовать? Скажи за кого. За кого скажут, до того и пойду. И вот на самом деле ситуация, вот она вот такая, то есть как маятник качается. Пашинян может и выиграть, и проиграть. Поэтому основная битва будет проходить вот в эти последние дни, непосредственно перед голосованием. И второе, на участках. Потому что каждый участок нужно будет параллельный подсчет голосов, очень такой как бы качественный. И по большому счету он может и не выиграть, но как среди политических сил он на данный момент лидирует. Но это всего треть. Ну, знаете, вот это вот так расклады даете политтехнологические, где-то даже сердце сжимается, немножко соскучали. Многие, наверное, украинцы, которые там следили за политикой, участвовали. Сейчас же нет ничего этого, и, собственно, и не предвидится, понимаете? Активно зацепили, если так переходить к Украине, слова сегодняшнего Хексита о том, что, в общем-то, Америка наращивает производство оружия, помогли всем, чем могли, и как бы и дальше будем помогать и Европе, и Украине бороться. Ну, в общем, как-то странное заявление. Конечно, оно было сказано в контексте там производства оружия, потому что отстрелялись так порядочно на Ближнем Востоке, и многие люди, которые не замешаны вот исключительно в там, политических толкованиях, там, значения Ирана для Трампа, для Америки, а те, которые считают боеголовки, считают, сколько надо килограмм вольфрама для того, чтобы партия каких-нибудь снарядиков вышла, считают, сколько там вообще производства, то есть все же говорят, производство, оно будет пыхтеть еще там год-полгода, чтобы выйти хоть на что-то. То есть все прекрасно люди, которые отдают себе отчет, говорят, что это как бы, это вообще не о том заявлении. Но звучит политически, конечно, сенсационно в том плане, что Рубио открещивался, говорит, мы выходим из переговоров, мы ни к чему. В общем-то, вот Европа, занимайся, вот когда придастся новая динамика, тогда опять вступим. То есть чуть ли там не Америка снова за Украину, это уже прям такой сейчас вырисовывающийся нарратив. Плюс Зеленский с загадочными совещаниями, где-то все в черном сидят, Шмыгаль, Буданов, Зеленский, Умеров на лужайке зеленой, то есть там сидят за столиком, совещание какое-то эпохально важное, а что будет дальше? Что будет дальше по Украине, как вам кажется? И сейчас же тоже очень такая скользкая ситуация, я уже сегодня говорил. В каком смысле скользкая? То есть и тут же часы, они отчитываются, да, то есть там посольство России, не посольство России, а МИД России предупредил посольство о том, что, мол, собирайте манатки, спасайтесь, будем бить, но часы отсчитывают, а такого прям вот такого же удара, как ровно неделю назад, не было, не последовало. То есть неделя, кто-то говорит, что это будет раз в неделю, кто-то говорит, что нет, там завтра Троица, может и не последует этого удара, но все говорят, что все готовится, и там вчера ждали, что полетит, сегодня опять-таки всех предупреждают. Насколько этот фактор сейчас, весом, что ли, вот этой угрозы по Киеву вместе с такой немножко ветрено меняющейся позицией Америки? Это идет эскалация. Я не буду особо останавливаться на логике эскалации, потому что ваш собеседник Степан Демура, мне кажется, многократно разъяснял, как работает логика эскалации. И Россия на данном этапе, она в этой лестнице эскалации все-таки выступает
догоняющий. Когда будет принято решение, что нужно забирать инициативу в свои руки и становиться уже доминирующим игроком на лестнице эскалации, я не знаю, да, потому что это зависит от принятых решений. У меня есть предположение, подчеркиваю, что это напрямую связано с сектором ВПК. То есть у нас же все засекречено, мы не знаем, что, где и сколько производится. И плюс особенность, что на России уж не работает коалиция из 50 стран. Да? То есть все, так сказать, максимально за свои делается и с опорой на свои технологии. Плюс, конечно же, мы видим, что все перешло в стадию именно нанесения, в первую очередь, экономических ударов. То есть, мы же видим, да, то есть это удары и по НПЗ, и по резервуарам. Вот я сейчас нахожусь в Крыму. Вот. Дефицит бензина. Вот. Об этом не очень там особо начальники особенно заявляют, но в новостях это уже скрыть нельзя. То есть на заправках нули. Вот. Это связано и со сложностью логистики. Вот. Ну, то есть Крым же не самое доступное место. Но вот факт есть факт. Вот как оно как бы устроено. Вот. Нет даже, кстати, по спекулятивным ценам. Потому что когда был блэкаут, вот 15-й год или 16-й, 15-й, по-моему, там как бы хоть спекулянты были, а сейчас и спекулянтов нет. Поэтому выбор сделан вот, со стороны Киева. Это переход к нанесению максимального, в первую очередь, экономического ущерба России по всем направлениям. И второй, с моей точки зрения, выбор сделан. Вспомните, мы же с вами месяца 2 и 3, когда об этом речи еще не шла, я говорил, что я очень опасаюсь за белорусское направление. Вспомните, да? А вот это вот, обратим внимание, как это стало доминирующей вообще темой. И я предполагаю, это тоже именно вот такая же логика. Одна из ближайших целей – это, скорее всего, в Мозыре нефтеперерабатывающий завод. Мозырь находится прям совсем рядышком с Киевом. Новополоцк он все-таки повыше, там же 2 НПЗ больших в Беларуси. Новополоцк он ближе туда к Латвии, к России. Вот. А Мозырь это прямо вот на границе с Украиной. И самое главное, еще и рядом с вот этой вот Чернобыльской зоной отчуждения, вот, которая... фактически, так сказать, темный лес. Через нее как раз же заходили на Киев. То есть, это безлюдная территория. И там запускай сколько не хочу. Ну и плюс в то, что будет сделана ставка именно на такую стратегию. С моей точки зрения, это вот визит вот этого палантировца в Киев и возрастающая роль, то есть, наверное, делают на него ставку, как на будущего, так сказать, героя этой войны, это вот Мадяр и Федоров. Вот. Мы видим, что Мадяр становится прям звездой, как в свое время, помните, из Буданова растили вот, звезду. И с Федорова подращивают такую звезду. Весь он модненький, весь он, так сказать, такой айтишный, вот, высокотехнологическая война. А для Запада после того, как в Иране не удалось произвести картинку победоносной войны, они вернулись к стратегии. Это мы тоже одни еще из наших первых, я помню, бесед про концепцию пост-Украины. И почему я называю ее пост-Украиной? Потому что это полигон. То есть никто не рассматривает Украину среди спонсоров как страну, то есть как место для жизни. Это полигон, на котором можно обкатывать новые технологии, потому что я напоминаю, что американский ВПК – это двигатель вообще всей внутренней политики. Это еще с 19 века. Во многом можно отсчитывать, наверное, даже с гражданской войны и последовавших потом войн с Мексикой, с Испанией. Ну, каких бы только ни было, всегда двигает ВПК, потому что это заказы. Вот, и им же сейчас надо еще втюхивать оружие снова арабам. Вот, потому что то, что было им продано на сотни миллиардов долларов в 21 веке, оно уже как бы не очень оказалось нужным. Вот. Следовательно, им нужно сейчас продавать новые технологии. А как устроен рынок любой? Да? То есть сначала же должна быть какая-то рекламная акция. Тебе нужно объяснить,
что, так сказать, продавать. Ну, мы помним даже историю Байрактара, да? Это не только Запад делает, это делала и Турция пыталась. Ну, от самого начала СВО, да, песни пели про Байрактар, из этого, в общем-то, накачивался, ну, миф огромный, но оно не сработало. Ну, потому что у Турции, у них всего несколько вот этих позиций, на которые они торгуют на внешних рынках. А у американцев огромное количество позиций, причем мы видим, что они выводят на большое рыночное предложение именно и в войне, то есть система наведения и система связи, система целеполагания. Американцы действительно являются... Тут отдельный вопрос, насколько рынок ИИ является раздутым и насколько это, так сказать, миф. Но вспомним, как точечные удары по руководству Ирана были проданы изначально, как что значит американцы теперь обладают вот этой самой вундервафлей, то есть абсолютным оружием. Вы никуда не спрячетесь. Оно же было как? Сначала похищение Мадуро, то есть пошел, так сказать, рост авторитета на вот эти высокоточные технологии и системы связи, и шпионажа, и слежки. И затем нанесение ударов. Но тут не получилось. Переключились снова на Украину. Украина превращается в полигон и в витрину, что очень важно. И в этой витрине простраиваются, ну как их правильно называть, рекламные агенты, вот, камевояжеры. То есть люди, через которых они позиционируют свои новые возможности. Это, напоминаю, так выросла звезда Буданова. Ну, сам Зеленский на этом вырос, да, но он все-таки больше политический лидер, а не военный. Звезда Буданова выросла. Сейчас подращивают этого Мадяра вот, и Федорова. Соответственно, это все витрина американского ВПК, а это коми-вояжеры, которые, в общем-то, еще имеют наверняка свой процент с этого всего. Поэтому ничего личного, только бизнес. Ну, а стратегия у них понятна. Это нанесение как бы экономических ударов и покушение на политических лидеров. И в этом смысле я говорил и 2 месяца назад, и теперь это, об этом много заявлений. И Тихановская не зря впервые приехала в Киев. Ее не было, да. И делались какие-то вот эти вот имитационные действия, посольство открылось этой, ну, как бы альтернативной Белоруссии. Ну, а Белоруссия, она полностью простреливается насквозь со стороны Украины. Поэтому, ну и плюс я напоминаю, что Александр Григорьевич Лукашенко, это его фирменный стиль, постоянные визиты и на предприятия, и в агрохолдинг. Ну, то есть он постоянно перемещается по республике, он не очень прячется. Поэтому, с моей точки зрения, вот это вот ближайшее, так сказать, ну, хорошо. А если смоделировать, подождите, это, конечно, звучит там сенсационно, но я с вами соглашусь. Я даже, кстати, на этой неделе, в начале недели в Шуме там тоже показывал вот эти все вещи. Причем так интересно, даже вот есть такой Фейгин из россиян, да, из российской оппозиции. Тут в открытую говорит, что Лукашенко убьют, если что. Ну, прям открыто. То есть, ну... А тут Макрон звонит. В общем, интересная как бы история. В чем подтекст? Ну хорошо, если смоделировать, не стало Лукашенко образно, теоретически. Мы все тут фантазируем, что изменится, если не будет Зеленский. Хорошо, Лукашенко не стало. Что дальше? Хаос, вакханалия, заходит пол Калиновского, встречают с цветами. Беларусь, становится вот этой бело-красной, и, в общем-то, удар по России. Как тогда просчитывать эти вещи? Я вот по поводу интеллекта. Смотрите, это же очень важный момент сейчас. Вот вы говорите, я с вами согласен, автоопределить цель. Как это? Все же понимают, да, что очень классный функционал. Сегодня, кстати, вышел один из... создателей, вылетел из головы создателей интеллекта, говорит, слушайте, не переживайте, там все говорят, что профессии не будет, все заменит искусственный интеллект. Ни хрена не заменит. Успокойтесь. То есть, да, поможет, да, там масштабирует, да, увеличит, да, там, но заменить не заменит. Это так, навскидку. Так вот, тут же такая очень классная вещь. Понимаете, вот эти модели искусственного интеллекта, они не только там в целенаведении последних дней, вот это, они тоже принимают решения. То есть вот эта мантра — центр принятия решений, которую мы слышали за всю эту войну и с российской стороны, что вот
А центра принятия решений нет. Это как бы лингвистическая форма, то есть, ну, модель, лингвомодель, это искусственный интеллект. Он принимает решения. Вот эти все суперкомпьютеры, то, что казалось конспирологией, это все выходит на первый план. То есть искусственный интеллект принимает это решение. И вот тут очень интересно подумать, а как тогда мотивируется условно этот сценарий, там, обезглавить Беларусь, зайти и забрать ее? Ну, давайте разделим на 3 составляющих. Первое. Искусственный интеллект – это отстройка над интеллектом естественным. То есть, если ты дурак, то тебе искусственный интеллект будет какие-то дурацкие ролики клепать. А если ты профессионал, вот, то это тебе действительно инструмент. Но это, грубо говоря, как вот Excel, это уже произвел в свое время революцию в бухгалтерии. То есть, то, что нужно было раньше сводить по строчкам, да, и бухгалтера сотнями напрягались, теперь один быстро взял формулу и просчитал. То есть, здесь, вот, я специально, чтобы все, наверное, чтобы кто помнил, как произошла эта революция. Или в свое время произошла революция перехода от арифмометров и счет к калькулятору. Это вот еще мое поколение, как раз вот школу я заканчивал, да, и вот программируемые калькуляторы, то есть это то есть новая технология, но она все равно связана с естественным интеллектом. И поэтому, если ты ему задачи нарезаешь на убийство, то есть все равно по той стороне машины должен сидеть человек, который это запрограммирует, то есть который задачу дает произвести убийство. Поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы искусственный интеллект использовали для, например, борьбы там, с вредителями на полях, для того, чтобы рассчитывать, сколько нужно вносить удобрений. Это же тоже очень нужные вещи. Но, к сожалению, в глобальном империализме больше инвестируют в войну, чем в мирное производство. Это реальность, которая, так сказать, как мирный атом. То есть, конечно, бы хотелось, чтобы все атомные электростанции, электроэнергия дешевела. Но почему-то мы производим ядерные боеголовки. Это первое, то, что касается ИИ. Второе, это то, что касается обезглавливания. Мы же понимаем прекрасно, что так как это полигон, то целью является не столько, например, там, Республика Беларусь как таковая, да, а целью является демонстрация того, что никто не может уйти. То есть, что это абсолютное оружие. Целью является для того, чтобы встрепенулись все остальные правящие элиты вокруг. Да? И, в общем-то, это, это шантаж, назовем это прямо. А потом к мафиозный метод. А потом к ноге хозяина. Да. То есть, это принуждение к порабощению, чтобы, как рабов же тоже не всех убивали, там, даже, одного перед строем убьют, да, все остальные потом, в общем-то, исполняют волю господина. А третий этап, это по поводу, там, порабощения Беларуси, нападения. Я не верю, что, во-первых, мы видели заход в Курскую область, что это просто был мародерство и грабеж. То есть, я не верю, что есть силы вокруг Республики Беларусь, которые способны на наземную операцию. И плюс в самой Республике Беларусь имеется армия. Плюс там, я напоминаю, и по концепции, в том числе, есть так называемые, в кавычках назовем их там, партизаны. Постоянно, как это в советских времен, это постоянно проводятся сборы. То, что называется, нужно быть готовым прийти к военкомату и развернуть, если что, то есть, все население можно отмобилизовать именно на партизанскую войну. Но цели-то такой и нету. То есть, можно же просто наносить удары через границу. Для того, что... А у Беларуси, в свою очередь, нету достаточного количества вооруженных сил для того, чтобы взять под контроль Украину. Но у нас мало того, что меньше, да, и какая уже у Киева количество вооруженных людей. Поэтому это дистанционный, скорее всего, если будет. Они все делают для того, чтобы он был. Я лично очень надеюсь, что обойдется, но, к сожалению, политические и, главное, политэкономические процессы, которые мы наблюдаем, оно ведет к тому, что Республика Беларусь, она как бы будет под прицелом. Поэтому никакой полк Калиновского никуда вторгаться не будет. Если будут какие-то попытки что-то сделать, то это, в общем-то, пограбить,
Ну, а дальше, если мы смотрим на историческую преемственность, ну, а чем занимались ауновцы в Белоруссии? Ну, они же тоже в свое время что, деревни жгли, вот, контрпартизанской борьбой так называемой занимались. Поэтому это вспомогательные силы. В Прибалтике тоже нету. Польша тоже не особо спешит, хотя американцы туда и перебросили какое-то количество своих В войск. Но этом-то, это смотрите, в незначительно. этом-то и парадокс, что особо никто не спешит воевать. Вот дрон в Румынию, который залетел, тоже это показал. Румыны говорят, ша-ша-ша, тихо-тихо-тихо, да, вот это все там. Там уже есть раскладки, кстати, интересные там, да, как попал там в зону радиопомех или что-то еще, и как пролетел этот дрон. Ну, то есть нет, и румыны призывают НАТО не горячиться, то есть, ну, понятно, что ситуация экстраординарная, но политические заявления разнятся и с заявлениями там стороны, конкретно Румынии, ну и вообще как бы вот этих вещей. Ну а реально сейчас публикуют о том, что вот испугались, собственно, в Европе слов Медведева, что это еще цветочки, а дальше будет больше. Видно, как Европа не хочет сама воевать. Это видно. И это тоже надо использовать прежде всего, ну, людям, как вы выражаетесь, доброй воли, чтобы заканчивать войну. Мне вот интересен еще один такой штрих, подтекст, очень, очень важный, я считаю. Когда мы, да, вот сейчас видим дальнейшее ну, развитие событий, именно военное развитие событий, очень много правды, неправды и так далее. Как вы оцените вот эту степень эскалации? Она сейчас перейдет в какой-то другой разряд? И что, как вы полагаете, дадут систематические удары по Киеву, которые обещали, но которые вот к ним вот вчера ночевали там в подвалах и в метро киевляне, вот именно по Киеву. Просто разница-то колоссальная. Одни говорят, ну, понятное дело, будут утюжить столицу, чтобы были сговорчивее. Любой нормальный человек, руководитель скажет, что я не... Ну, это столица страны, там, банковое там, здание, это все-таки символы, да, и поэтому не дадут этого сделать, будут уступчивее и пойдут на переговоры, пойдут на уступки. Но Зеленский же сам говорит, с банковой, без банковой я буду воевать. Ну, пожалуйста. То есть разрушение Киева. Что могут сделать с Киевом? Вода, там, очистные сооружения, мосты, какие-то вот эти, ну, электричество, понятное дело, жара летняя надвигается. То есть как вам видится, это фактор войны какой? Имеет ли какое-то отношение? Или Зеленскому это только и нужно, чтобы опять и в который раз мобилизовать европейцев, которых дроны залетающие не мобилизуют, но вот условно разрушениями столицы мобилизовать, выделять новые деньги, новую помощь и новое оружие? Я убежден, что разрушение хоть столицы, хоть Львова, хоть Днепропетровска ничего не даст в этом конфликте. То есть это, как вы правильно описали, это только позволит усилить риторику о том, что дайте еще больше грошей. А что может изменить? Изменить что-то может только смена тактики, а именно, что начнут охотиться на первых лиц. Вот, именно начальство на украинское. И не только. И всех политических туристов, которые приезжают, в том числе в Киев. Вот как только поразят первого еврочиновника очередного, который приехал, так сказать, пиариться в Киев, или, так сказать, ракета прилетит в начальство, то тогда, да, тогда это может сменить сначала риторику, то есть все станут немножко поосторожнее, а начальство в Киеве, оно свой выбор сделано, то есть оно, это же биореактор, как мы много раз разбирали, оно принесло в жертву массу населения, вот, сделав ставку на вот эту небольшую стаю, порядка 10-15% населения, но оно, может быть, в процентном увеличилось, потому что многие уехали, да, из страны. Оно как бы относительно стало больше, может быть, уже до трети. Не знаю, наверное, зависит от региона к региону, оно меняется. Вот. Поэтому пока они будут охотиться на Буданова, Зеленского, Федорова, Мадяра и прочих персонажей, Шмыгаля, ну вот вплоть до
среднего, так сказать, Татарова, еще кого-нибудь. До того же Ермака никто не снимал. Мало ли, что он в отставке. Он же как бы преступник. Вот, он же сейчас вроде не под охраной, даже вроде плюс-минус понятно, где живет. Вот, пока на них не начнут охотиться, мы будем жить вот в этой ситуации, в которой живем. Но опять-таки, а что это поменяет? Если так разложить... Это многое поменяет. И вот так диаметрально противоположно посмотреть. Ну, по России, в России тоже убивали высокопоставленных генералов, генерала Киреева, медийных лиц тоже. Конкретно ликвидация. Причем это признавалось, это демонстрировалось открыто, это не какие-то там, ну, условно, ну, вот, например, трагедия в Крокусе, да, вот с этими террористами. Понятно, что есть, там говорят, что есть украинский след, но официально то, что сообщили, это вот какие-то вот товарищи, ну, из тех, да, как бы радикальных исламистов. Ну, а я говорю об открытых вещах. Ну и что, как бы война не закончилась, Россия сговорчивее не стала, почему должна стать сговорчивее Украина? Погодите, у нас есть разные позиции. Россия изначально на первом этапе была сговорчивой. Ну, я имею в виду этап Стамбула. Ну, то, что я в книгах у себя описываю как СВО 1.0. То есть с момента захода под Киев и где-то, ну, это тянулось где-то до конца, я думаю, мая, начала июня. Ну, вот первые 3 месяца. Россия была очень сговорчивой. Вот, это разнонаправленные процессы. То есть тут же дело идет не о том, что у нас же идет как у монтера Мечникова. Согласие есть продукт непротивления двух сторон. Цель России, ну вот изначально заявленная, да, то есть демилитаризация, денацификация, то есть сокращение количества вооружения и армии на Украину и отстранение от власти конкретно нацистских, так сказать, ну, неонацистов, да, назовем их так. Цель Киева по отношению к Москве: убирайтесь за пределы границы 91 года. Правильно? Такая же цель заявлена. Но вот в России на это не пойдут, об этом сказали сразу, изначально. То есть этого не будет. Поэтому Москва и Россия ни на какие переговоры, кроме как заявленные планы по сворачиванию милитаризации. И, ну, мы говорили много раз, то есть это и церковь, и язык, там есть много параметров, по которым вот, если бы увидели, что пойдут на уступки, может быть, изменилась переговорная позиция. В России поэтому, ну, то есть это разный тип отношений. То есть Россия бы хотела договориться с каким-то обломком, остатком Украины, ну, то есть вот в состоянии пост-Украины, и на чем-то зафиксироваться. Как это было, вот мы сегодня же Грузию вспоминали. Ну, вспомните, как было с Грузией. Все, признали Южную Осетию и Абхазию, а дальше что хотите, сами и творите. То есть, ну, закрыли рейсы, да, ну вот их, кстати, недавно восстановили. То есть, восстановление достаточно долго шло. Вот по отношению к Украине элиты сделали ставку на уничтожение России. Ну, вернее, как на уничтожение? Стратегии это британской и американской. Нанесение ущерба, ну, вот, как бы максимального ущерба. Задача Украины — наносить этот ущерб. И в тот момент, когда Россия очень сильно ослабится по уровню именно глобальной стратегии, тогда должны включиться западные союзники. Да? Ну, то есть, это уже как бы, чтобы была интервенция. То есть, поэтому это разный тип стратегий. Вот, и они очень по-разному реализуются. Но вот тут, мне кажется, очень в тему было бы, я же стараюсь к каждому эфиру готовить какие-то заготовки, вот, таблетки для памяти. Вот, если можно, вот я бы хотел, можно сейчас, да, вывести на трансляцию? Ну, в общем, мы поймем. Да, это... снова у нас Вести комбатант. Да, Вести 1960, да, 1962 год. Подчеркиваю, 62 год. И вот, значит, передовая статья, вот, называется «Захмарений овид». Вот. Осінь 1962 року почалась в міжнародному житті під знаком густих хмар. Можливо, що українські пацифісти нині також твердитимуть, що війни не буде, та що це й добре, бо нова війна, кажуть вони, не є в інтересі України. Чи буде війна, чи не буде її, на це можуть відповісти ворожбити, тобто, взагалі, непонятно хто, ну, вот эта гадалка. Вот. Чи буде війна, чи не буде, значить,
Міжнародний, да. І фактом, що одверто згадується про можливість нової великої війни. И какой они делают вывод? Вот, в 1962 году, вот это же идея, которая проросла до сегодня. Коли українські пацифісти баламутять українську публічну опінію теоріями, що нова війна не лежить в українському інтересі, бо вона принесе фізичне винищення Україні і її народу, то ми, колишні українські вояки, кажемо у відповідь і об'ясняють, що хочеться или не хочеться, мы должны воевать, но я дальше не буду процитировать, уже сами можете прочитать, что война до полного уничтожения Москвы – это единственный способ выживания Украины. Но что же они делают дальше? Я почему? Значить, і от вивод. Революція в Україні можлива тільки тоді, коли прийде революція на Московщині, якою москвини не будуть робити, коли вони мають, значить, упривілейовану позицію в СССР. То есть, это стратегия, которую они реализуют уже, вот сколько, 62-й год, сейчас у нас 26-й, более 60 лет, 3 поколения. То есть они в этом воспитывали сначала своих агентов влияния, которые отсиживались в США, сбежав от, так сказать, закона и наказания. Там они проращивались. Потом, я напоминаю, это же идея бесконечной войны с Россией, она же в книжках была, в учебниках истории. Для чего был Голодомор? Мы тоже это многократно обсуждали. Идея же была не в том, что люди голодали, да, а что Голодомор, нас специально уничтожали. Кто? Проклятые, значит, москали. Потом идея вызвольных змагань, да, вот это же, ну, они ж не зря произносят, сколько, Ющенко, да, 300 років іде війна. 300 лет, понимаете? То есть они уже воспитали поколение внутри республики, бывшей союзной, которая искренне считает, что единственный способ жизни Украины – это бесконечная война с Россией. И вот после этого меня спрашивают, а сколько они готовы воевать? Да еще 300 лет готовы воевать. Нет, ну давайте так. Вот эти кости, которые привезли, да, Мельника, и которые готовятся, сейчас там Коновалец на очереди, Петлюра, переговоры ведут. Я, если честно, ну, понятно, что критически, там, понятно, что нацисты, понятно, что, в общем, я не хочу даже вот сюда заходить, в эту, всем все понятно. Но я хочу, чтобы вы оценили не как там автор, в том числе исторических книг, а вот именно вот по вашей профдеформации политтехнолога этот шаг. Я понимаю, что с исторической там точки зрения это яма Зеленского. Кости – это яма. Ну, то есть это безусловно. Там понятно, что очень тихий, и я согласен, кстати, с Яковом Кедми мы общались на этой неделе, он говорит, это позор, то, как отреагировал Израиль. Ну, вот музей Холокоста, израильская сторона, то есть на это все, это позор. Тут уже поляки подключились к концу недели, да, а давайте заберем у Зеленского Белого Орла, потому что он какую-то бригаду назвал именем героев УПА. Ну, то есть тут тоже уже интересный момент. И с точки зрения там соседей, с точки зрения вообще того, что они разрыли эти кости Мельника, это, конечно, ужас. Но с точки зрения политтехнологии, да никто не знает ни хрена, кто этот Мельник, кто этот Коновалец, кто этот там, да даже Бандера, понимаете? Ну, как символ, ну, как условно, как в Советском Союзе, 70 лет Советского Союза, да, там учили, читали в институтах и так далее, но уже вот последние дети перестройки смотрели это как просто, ну, Ленин и Ленин, Мавзолей и Мавзолей. Кто там что, кто там читал, кто подходил к этим трудам многотомным? Ну, типа Ленин и все. Они с ним как бы, ну, вот выросли, жили и так далее, и, в общем, никто не анализировал. А потом, когда Союз распался, на всех обрушилась там ушат вот этой типа правды, ну, типа правды, да, которая там все что угодно, и все. То есть политтехнологически очень грамотный ход. Вытащить кого-то, закопать в национальном мемориальном кладбище, где опознанные, неопознанные, разные, ну, типа украинские герои вот этой уже войны в том числе, и всех как бы под одну гребенку замазать. Соответственно, вот Мельник, мы собираем всех героев, они не хотели жить в Украине.
Даже когда там можно было, их родственники не хотели, ну, если они остались, разные там судьбы были, но их оттуда, получается, уже после смерти насильно выкапывают и привозят сюда. Хотя они все за границей, все, Люксембург, Германия, там, кто где, Франция. В чем задумка? Вот именно политтехнологическая. Вот как вы бы ее оценили? Как Ну, успех или давайте, как да, провал? то есть сугубо комбинаторно, то есть, ну, политтехнология – это же тактика бесконечная, то есть со стратегией, да, все понятно. Тактически для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы удерживать идеологизацию. То есть вот идеологизация – это же постоянный процесс. Ну, почему? Ну, то есть идеология – это некое учение, а идеологизация – это процесс. Вот для того, чтобы поддерживать идеологизацию меньшинства нацифицированного, вот эту стаю, как я напоминаю, которая должна охотиться на все остальное стадо, нужно делать постоянно какие-то символические шаги. Вот. И это следующий символический шаг того, что у нас есть пантеон героев. Потому что для идеологизации необходима постоянная героизация кого-то. Ну, вот, например, Щорс, который вот в Киеве прекрасный памятник был. Да? Мы же помним слова, да, мы сыны батрацкие, мы за новый мир. Щорс идет под знаменем, красный командир. То есть за что? Мы за новый мир. То есть мы не просто воюем, да, мы за новый мир. Дальше идеологизация, например, Котовского была, да, о том, как он там грабил богатых, раздавал бедный, такой наш Робин Гуд. Или Чапаев. Ну, это я просто привожу примеры героев гражданской войны, с помощью которых идеологизировали советское общество. А здесь нужно идеологизацию проводить, потому что современных-то героев не очень много. Да? Ну, они, в общем-то, какие-то все мелкого пошиба. А это фигуры, которых в свое время накачали с помощью пропаганды, потому что Мельник вообще никто. То есть, это ну, такой очень рядовой коллаборационист. Если Коновалец действительно был условно фигурой относительно масштабной, то есть, он принимал участие. Ну, кстати, об этом очень хорошо в мемуарах Судоплатова. Он описывает свой разговор со Сталиным. Вот, и это ж он занимался ликвидацией Судоплатова. И вот у него был разговор со Сталиным, а зачем нужно ликвидировать Коновальца? Вот, это же было прямо перед войной. И вот со слов Судоплатова Сталин ему объяснил, что нам нельзя, чтобы образовался свой фюрер. Ну, когда начнется большая война. И действительно, после ликвидации Коновальца тут же произошел раскол на АУН-М и на АУН-Б, то есть на мельниковцев и бендеровцев. Поэтому тем, кто сегодня претендует на то, чтобы быть новыми вот этими провидниками, то есть даже слово фюрер, ну, оно же было заменено, да, провидник. Хотя это меня тоже всегда веселило. Значит, должны быть и полупроводники, логично. Вот. Ну и по большому счету это получается полупроводники. Они в одну сторону ведут. Они ведут к смерти. И вот им эти полупроводники героические нужны для того, чтобы объяснить свою цель. Для чего они включили этот биореактор. То есть для того, чтобы вот это меньшинство не задавало нацифицированные вопросы, что у вас на самом деле бизнес, что вы уже всех вывезли на Запад, что сами, посмотрим, Зеленский большую часть времени уже даже за пределами Украины проводит, да, значительную часть времени, что мы вот такие вот герои, то есть у нас на знаменах настоящие герои, которые, особенно тут Коновалец важен, которые, значит, пали от рук подлой, так сказать, Москвы, вот, но герои не вмирають. И теперь, в общем-то, происходит вот это торжественное перезахоронение. Но это аспект один политтехнологический, для чего нужна идеологизация и героизация. А второй аспект – это, в общем-то, то, что в рамках когнитивной войны, это как, это уже высший новый уровень, в общем-то, политических и медиа технологий. Это для того, чтобы держать эмоциональный накал в обществе. То есть, вот это надо же постоянно катать на каких-то зрадопереможных качелях. Да? И это, в общем-то, такой вот эмоциональный элемент единения. То есть, смотрите, у нас идет война, а мы вот перезахоронением занимаемся. То есть, мы не боимся, мы выступаем. Ну, а в России это тоже элемент раздражения. Мы же помним, что один из первых ударов
высокоточных был нанесен по музею Шухевича Да, под Львовом. Да, помните? Вот. на который потом скидывался усик. Да, да, да. Да. То есть это игра символов, и с точки зрения, опять же, мы сейчас не уходим ни в какую политику, сугубо политтехнологически вы попросили, это, конечно же, конкуренция символов. Это для этого же, я напоминаю, например, из Херсона эвакуировали же мощи Потемкина. Уже наша страна. Ну вот я просто И памятник напоминаю. Суворову. Да, это всегда идет война символов. Это, в общем-то, одно из основ вообще любых политтехнологических баталий. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что смотрите и досмотрели. Давайте перейдем к вашим вопросам. Это максимально интересно всегда. Это любимая часть наших бесед. Также этот эфир, да, на канале транслируется у Семена, телеграм-канале, поэтому переходите, подписывайтесь. Это такая старая, ну что старая, она новая, современная, но имею в виду традиция хорошая, добрая. Начнем, пожалуй, с вопросов из сообщества YouTube под анонсом нашей встречи, а потом перейдем там клуб, чат онлайн, поэтому режим Блиц, чтобы, ну, как бы большее количество пройти этих вопросов. Скажите, Семен, спрашивает пользователь, будет ли летняя кампания России методом ракетных атак и объемных зарядов разрушения? И это будет решающим долгим разрушительным ударом, переломившим ход войны? Или каков ваш взгляд на это? Спасибо, Александр. Всем добра. Кампания будет. Я не военный эксперт, чтобы делать прогнозы, где именно и как будет. Но есть символические, ну, такие точки, да. Это, в частности, мосты. И это, в частности, переходы и железнодорожная логистика, в первую очередь, с Польшей, там, где проходят основные. Вот это будут маркеры того, что переходит на какой-то новый уровень. Причем интересно, что сегодня полностью уничтожена железнодорожная станция в Шостке. В Запорожье тоже прилеты по ЖД. То есть мы видим, что... Ну, в общем, это как бы продолжает... Ну, то есть не то, о чем вы сказали, но это как бы вот направление вот именно то. Ну, маркеры определенные, да, можно поставить. Лина Востроилова. Семен, народ Украины подсадили на национализм постепенно, как на наркотик. Как помочь вернуться здравомыслию? Понадобится ли свой Антон Семенович Макаренко? Хороший вопрос, потому что в нем уже содержится половина ответа. Национализм, смотрите, он есть в любом обществе. Это неизбежно. Вопрос, когда он становится госполитикой, а когда государство его давит в дыши. На Украине после 2004 года национализм стал трендом, то, что называется. Его сначала легализовали, а потом сделали доминирующей идеологией. Постепенно, постепенно, постепенно. Для того, чтобы изменить общество, нужно порядка поколение. Да? Ну, вот, то есть от 20 до 25 лет. Поэтому где вход, там и выход. Соответственно, это долгая работа, тоже на протяжении поколения. К этому нужно готовиться. Нужны не только товарищи Макаренко. Нужно смотреть на опыт наших предков. Вот я напоминаю, недавно был в Красноярске как раз на форуме «Антитеррор», где профильный у нас есть такой национальный антитеррористический комитет. Он много кого объединяет, и силовиков, и не только, и Министерство образования туда входит. И вот я общался, так сказать, с коллегами вот, из тех, кто занимается практическим антитеррором, и я им напоминал, что чем занялся Феликс Эдмундович Дзержинский в ЧК, кроме борьбы с террористами своего времени, беспризорными. Это очень важно, потому что и тот же Макаренко, это что же была работа под крышей, так сказать, ЧК. Да, все верно, надо готовиться к поколению и ликвидации вот этой новой беспризорности, потому что очень многие становились неубежденными националистами, а потому что это было модно, потому что можно было сделать карьеру с помощью национализма, грантик на это давали, еще что-то, ну, то есть какие-то получить, ну, именно бонусы, социальные ништяки. Вот это придется все искоренять.
Так, тут мне пишут, Шелест, покажи свои татуировки, там много интересного. Очень много интересного, ни одной нет, понимаете? Я из тех, которые, как бы, ну, я не понимаю, не признаю вот вообще этой И наскальной я живописи. тоже без татуировок. Поэтому, поэтому спасибо за вопрос. Продолжаем. Добрый день, Александр. Вопрос к Семену. Российский социолог Тарасов писал: увлечение современных левых лингвистической философией — это способ уйти от реальных проблем. Они предпочитают играть в общую игру вместе с правыми, обсуждать лингвистические и псевдофилософские проблемы, вместо того, чтобы бороться за экономическое и политическое освобождение. Как вам кажется, на своем подкасте «Чистота понимания» вы этим занимаетесь? Лингвистической философией? Что-то все намешано здесь. Для того, что человеку, который считает себя социалистом, нужно обращать внимание на те страны, которые реализуют практический социализм. На сегодня это КНР, КНР, КНДР, Вьетнам, ну, еще ряд Лаос, ну, еще ряд республик поменьше. Поэтому, с моей точки зрения, вот такому человеку, который стоит на этих позициях, нужно изучать опыт передовых стран и бороться за, ну, как минимум идеологически, вот, за переход, ну, вот к такому типу политического устройства и хозяйствования. Если говорить на практических вот основаниях, ну, вот что я считаю, например, в России. Вот сейчас у нас, так сказать, огромные расходы на оборону, да? Повышают налоги, сборы, тут прикручивают, там прикручивают. Но почему-то никто не ставит вопрос об водочной монополии. Хотя это было и до революции, и в Советском Союзе. И поверьте мне, и там спрятаны триллионы денег. Да? Но просто, так сказать, правящая прослойка опасается тронуть наших водочно-спиртовых королей, вот, которые там тонким слоем размазаны по всей стране. Хотя, с точки зрения именно вот, политэкономической, с этого надо было бы начинать. Как только началась затяжная война, сразу же госмонополия на алкоголь. Но, к сожалению, у нас никто так вопрос не ставит. Поэтому насчет лингвистических, так сказать, ну, это лингвистическая философия, это все-таки немножко о другом, да. Вот. То, что очень много болтовни у тех, кто себя считает левыми, ну, я не люблю слово левые, то есть, ну, социалистом, да, или социал-демократом. Это правда, ну, потому что этим проще, так сказать, воздух сотрясать. Но это не беда только тех, кто считает себя социалистом. Ну, посмотрим, что наши так называемые монархисты, чем они занимаются. Они занимаются борьбой с памятью Ленина, да. То есть, вот нет больше никаких проблем, там, перезахоронить, не перезахоронить или еще что-то. Это у нас просто эпоха шоу-политики, когда все борются за эмоции, за внимание аудитории, потому что это, ну, это популярность, это в том числе и деньги, вот, которые приносятся. И поэтому это общая проблема, она не разделяется на политические лагеря. Ну, или посмотрите, как наши запрещальщики, вот, госдумовские, вот они запрещали, а теперь такие, а что, а это не мы запрещали, это вот как бы, ну, потому что почувствовали, что по рейтингам бьет. Так что это общая проблема. Так, значит, ну, тут в чате трансляции идет там полемика, дискуссии. В общем, Наталья, не пойму, ну, доведут до ядерки, обменяются, погибнут миллионы, они в бункере, и сколько поколениями, либо знают, что не будет точно удара, а такие смелые, либо инопланетяне и их не берут. Вот такие как бы эмоции. То есть, ну, вот, точно же Ну, это знают, эмоции, да. точно знают, что ничего не будет, то есть, получается. Ну, я не знаю, на что они рассчитывают. С моей точки зрения, ядерное оружие – это, ну, это такое название, да, вот оно такое страшное. Я напоминаю, что в 20 веке было изобретено еще там химическое оружие, то есть тоже не менее страшное. Потом была же водородная бомба, за которую, если я не ошибаюсь, Сахаров же получил свою премию за изобретение. То есть человечество уже в 20 веке изобрело такое количество способов
взаимного уничтожения, что даже в 21 веке ничего придумывать не надо. И в этом страхе жило в том числе поколение наших предков. Ну, вот это тоже уже классическая история, как американский генерал там выбросился из окна с криком «Русские идут». Потом какой был бизнес в США по продаже бункеров. Вот это как раз 60-е годы. Об этом много и в литературе есть, и в культуре. Прям огромный бизнес, когда человек чуть более богатый, ему там мы вам выкопаем бункер, в котором вы выживете. Ну, а если мы посмотрим на массовую культуру голливудскую, в которой мы живем, ну, там тема, в общем-то, ядерного апокалипсиса, это Всегда такая, присутствует. всегда присутствует. Герои, которые спасают мир от того, что там какой-то злодей с Да, ядерной да, бомбой да. сейчас как все уничтожит. Действительно. Так, все говорят и ждут, что Россия развалится на республики. Интересно, а Украина может разделиться? Закарпатье решило, что надоела им война и созовут референдум на отделение, типа все, они не Украина. Пишет Мария. Очень интересный вопрос, особенно ввиду того, что Мадьяр, да, ну как же его хотели, как же его слюнявили, ласкали, что вот сейчас, и что он выходит, заявляет, никаких встреч не будет до того, как не решите вопрос закарпатских венгров. Украина, привет. Ну, дело в том, что в Закарпатье был даже свой референдум, который просто не признали. У нас же было 2 референдума, которые не приняли во внимание. Ну, крымский его подавили в начале 90-х, там и президент был свой. А еще же был референдум на Донбассе, вот, ну, конкретно в Донецкой области, да, и референдум в Закарпатье. Поэтому, с моей точки зрения, Украина изначально была федеративной республикой. И если бы вот эти кровожадные, людоедские кликуши, которые под видом реального федеративного устройства не превращали бы это в сепаратизм, ну, как бы пророссийскость, промосковщину, как они называли, то Украина могла бы и нормально выжить. То есть, надо было провести всего пару референдумов. То есть, референдум о внешнеполитическом выборе. Это то, что сейчас вот Пашиняну обращение, которое сделали вот на как раз саммите ЕАЭС, да, что проведи референдум. Что ты вот устраиваешь? По языку, по внешнеполитическому выбору и по государственному устройству. Более того, мою правоту доказывают даже реформы Порошенко. Ведь обратите внимание, вот эта территориальная реформа, он же не мог удержать власть, все сыпалось. Они же спустили громадам больше денег. То есть, они по факту провели финансово-экономическую федерализацию. То есть, они подкупали мэров, подкупали глав сельсоветов, потому что все сыпалось. Но если бы это еще было бы и узаконено на уровне реального самоуправления, чтобы люди себе губернаторов, мэров, какого хотели бы там, это же уже было видно, потому что мэр Донецка, у него были одни взгляды, мэр Львова, у него были совершенно другие взгляды, но это никак не мешало, в общем-то, заниматься развитием своих регионов и даже в свое время провести Евро-2012. Но это уже упущенный шанс, вот, поэтому что уж о нем говорить. Так, Владислав задает вам вопрос. Здравствуйте, Семен, как вы относитесь к возвращению в Уголовный кодекс статьи за тунеядство? Спасибо. Для того, чтобы вернуть статью за тунеядство, нужно ликвидировать безработицу. Потому что одно без другого не бывает. То есть, обеспечить гарантированную работу людям. Поэтому, если тунеядство без ликвидации безработицы, то это просто способ, так сказать, еще сшибить с людей там, денег, еще чего-то. А вот безработицу в текущих политэкономических условиях невозможно ликвидировать, потому что безработица – это двигатель либерально-капиталистической экономики. То есть, нужно всегда, чтобы за спиной стояло какое-то количество людей, которые тебе дышат в спину, и ты боялся лишиться работы, и поэтому можно никаких твоих прав трудовых не соблюдать. Ты будешь работать по 12 часов в сутки, а если еще тебя стимулируют тем, что у тебя за спиной стоят там 5 бангладешцев, или там, кого-то, да, то ты еще больше будешь работать. Поэтому это фантазия, да, статья про тунеядство. Угу. Вот такой вопрос. Почему адепты секты свидетелей Голодомора 90-х в России
так люто ненавидят своих коллег из секты свидетелей Голодомора в Украине? У тех и у других ведь так много общего. В России я не знаю, какой секте Голодомора. У нас никто не ставит вопрос о Голодоморе. В Казахстане была попытка, даже специальный термин придумали, ашар-шалык, ну, боюсь соврать, то есть отдельный термин, что вот есть как бы голод, джут, и вот был особый такой вот голод, который, собственно, пытались политизировать. Но посмотрели на, так сказать, украинский опыт и свернули эту шарманку. То есть никто, потому что в Голодоморе там же, это же слово выдуманное, такого слова же не было. Ну, то есть это специально придуманное слово. То есть там семантика зашита какая? То есть морили голодом, принуждали, то есть это как геноцид, то есть это целенаправленная деятельность. У нас по поводу голода, в общем-то, никогда про Голодомор. Всегда речь, никто не скрывал о голоде на Поволжье, в Сибири был голод, много где был голод. В Петрограде, знаете, какой был голод после, во время гражданской войны, после революции? Да вообще. Поэтому не знаю, откуда вы взяли. У нас есть другие секты. У нас есть секта, так сказать, драпировщиков Мавзолея. У нас есть секта вешателей доски Маннергейма в Петербурге. То есть, такие секты у нас есть. Ильиновская секта у нас есть, да. Вот, свидетели, значит, иерархии и особого европейского пути и поклонения всему этому. А голодоморной секты у нас нет. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали сегодня на нашем прямом эфире. Подписывайтесь, не забывайте, ставьте лайк, напишите, с чем согласны, а с чем нет. Семен, благодарю за время и мысли. Спасибо, да пребудет со всеми чистота понимания. Берегите себя, добра и света.